Представьте, что вы стоите на самой южной точке Европы, на побережье Испании, в месте под названием Тарифа. Ветер бьет в лицо, он несет соль и пыль. Перед вами всего 14 километров сверкающей воды. На том берегу так близко, что кажется, будто можно дотянуться рукой, вы видите горы, и это не просто горы, это хребты рифа в Марокко. Вы различаете дома, следы человеческой жизни, вы видите цивилизацию. Это Африка, 14 километров. Это меньше, чем длина многих городских марафонов. Это расстояние, которое сильный пловец способен преодолеть за несколько часов. В ясный день можно даже заметить автомобили, движущиеся по дорогам другого континента. И именно в этот момент возникает вопрос, неизбежный, логичный, почти раздраженный. Почему? Почему здесь до сих пор нет моста? Человечество возводит башни, пронзающие облака, прокладывает туннели сквозь гранит Альп и под ледяными фьордами, соединяет острова, разделенные десятками километров бушующего моря. Мы перекинули мост через Золотые ворота, мы пробили Евротоннель, мы построили виадук Мийо, чьи опоры поднимаются выше Эйфелевой башни. Но здесь, в этом стратегическом горле планеты, где два мира почти соприкасаются, зияет пустота. И дело не в отсутствии воображения. Десятилетиями, а то и столетиями инженеры, политики и футуристы рисовали в уме этот проект. Мост между Европой и Африкой. Проект века. Сооружение, способное изменить мировую экономику, связать континенты стальной артерией, перенаправить потоки торговли и туризма. Планы чертились, бюджеты подсчитывались. С 1970-х годов Испания и Марокко ведут переговоры, создают совместные комитеты, заказывают дорогостоящие исследования. Разведочные суда, нашпигованные сонарами, десятилетиями бороздят узкий пролив, сканируя дно. И каждый раз проект тихо откладывается. Сроки сдвигаются с 2000 на 2020, с 2025 на 2030, а затем наступает почти полная тишина. Что останавливает цивилизацию, которая собирается строить базы на Луне? Это просто деньги, это сложная политика или инженеры, сумевшие возвести Бурдж-Халифу, внезапно спасовали перед 14 километрами воды. А что если правда куда страшнее? Что если корабли-разведчики, исследуя дно, обнаружили нечто, что заставило их выключить оборудование и срочно вернуться в порт? Что если в этих водах скрывается тайна, делающая строительство не просто дорогим, а абсолютно невозможным? Что если сама Земля именно здесь наложила вето? Мы начинаем расследование, погружаемся в инженерные отчеты и геологические карты, чтобы понять, почему, скорее всего, никогда не появится мост между Европой и Африкой. Но начинается все не с геологии, а с мечты. Древние римляне смотрели на этот пролив со священным трепетом, они называли его Геркулесовыми столпами. С одной стороны возвышалась скала Гибралтара в Европе, с другой — гора Джебель-Муса в Африке. Согласно мифу, Геракл раздвинул горы, чтобы соединить Средиземное море с Атлантикой, и оставил здесь два столпа как предупреждение. Дальше пути нет. Это был не просто географический ориентир, а психологическая граница, край известного мира. Но для современного инженера граница — это вызов. Идея соединить берега пролива обсуждалась еще в XIX веке, но всерьез за нее взялись в 1979 году, в разгар Холодной войны, когда король Испании Хуан Карлос I и король Марокко Хасан II подписали историческое соглашение о начале работ. Были созданы два совместных комитета, существующие до сих пор. Их единственная задача —
изучить и реализовать проект. Инженеры со всего мира представили свои концепции, похожие на конкурс научной фантастики. Подвесные мосты с опорами небывалой высоты, гибридные конструкции, плавучие туннели, закрепленные якорями на дне. Экономические выгоды казались безграничными. Прямая автомобильная и железнодорожная связь, высокоскоростной поезд из Мадрида в Марракеш, доставка африканских товаров в Европу за часы, а не дни, новый шелковый путь, соединение энергосетей, экспорт солнечной энергии Сахары, взрыв туризма. Это был бы не просто мост, а символ 21 века. Инженеры приступили к работе и начали с главного — карты дна. Они ожидали увидеть относительно ровную подводную долину на глубине в 50 или 100 метров, но данные Холотов вызвали шок. Дно оказалось изрезанным гигантскими каньонами, ущельями и отвесными скалами, а главное, оно было невероятно глубоким. В самой узкой части пролива глубина достигает 900 метров. Это почти километр. Бурдж-Халифа с запасом утонул бы здесь под водой. Построить опоры на такой глубине невозможно. Давление достигает 90 атмосфер. Техника не выдержит. Проект подвесного моста умер мгновенно, но инженеры нашли альтернативу. Комаринальный порог, подводный хребет на месте древней дамбы, прорванной Атлантикой 5 миллионов лет назад в ходе величайшего потопа в истории Земли. Здесь глубина всего 300 метров, но и это оказалось пределом возможного. Бурение показало, что под водой скрывается не скала, а фангар, нестабильная желеобразная смесь ила, песка и органики толщиной в десятки и сотни метров. Любая опора утонет в этой массе или потеряет устойчивость при малейшем боковом усилии, особенно во время землетрясения, когда грунт разжижается. Геологи вскоре выявили главное. Пролив — это не просто проход, а активный тектонический разлом, Азорско-Гибралтарская зона столкновения плит, где Евразия, Африка и микроплита Альборан непрерывно движутся и дробят друг друга. Африка медленно, но неумолимо врезается в Европу, создавая горы Рифа и Бетики. Это место накапливает напряжение, которое неизбежно сбрасывается катастрофой. 1 ноября 1755 года это уже произошло. Землетрясение магнитудой до 9 уничтожило Лиссабон, вызвало гигантское цунами и унесло жизни до 100 тысяч человек по всему региону. Его источник находился именно здесь. Любая конструкция в проливе должна выдержать такое событие, а это означает невозможность ее существования. Но даже если забыть о тектонике, остается сама вода. Гибралтар — это гигантский гидродинамический механизм. На поверхности холодная атлантическая вода устремляется в Средиземное море, компенсируя испарение, а внизу плотная соленая средиземноморская вода вытекает обратно в океан. Два встречных потока образуют течение огромной силы и порождают гигантские внутренние волны высотой в сотни метров, невидимые глазу, но разрушительные для любой подводной конструкции. Добавьте сюда одну из самых оживленных морских трасс мира и уникальную экосистему с китами, кашалотами и касатками, и картина станет полной. Рассматривались даже безумные идеи вроде перекрытия пролива дамбой или строительства плавающего туннеля, но каждая из них упиралась в те же непреодолимые ограничения. В итоге инженеры были вынуждены признать поражение. Причина отсутствия моста не в деньгах и не в политике. Это идеальный шторм природных факторов. Чудовищная глубина, нестабильное дно, мощнейшие течения, активный тектонический разлом и постоянная угроза катастрофы. В этом месте Земля использовала весь свой арсенал. Геркулесовы столпы остаются тем, чем были всегда — не приглашением,
а предупреждением. Мы можем мечтать о Марсе и переписывать геном, но здесь, между Европой и Африкой, планета ясно сказала человеку: дальше нельзя. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.